Итак, всем привет! Сегодня я собрался отливать ответственную деталь. И поэтому вчера лом переплавил. Вот получилось 3 болванки. И сегодня я буду вот эти 2 болванки плавить. И также я наплавил вчера цинка. Цинка получилось много, 7 карбюраторов от мотоцикла. И получилось, по-моему, тут на всю жизнь не плавить. Информации о том, сколько добавлять цинка точно, я в интернете не нашел. Единственное, нашел полезное для себя, и то эта информация была задана как вопрос. То есть, почему... Правильный вопрос такой. Зачем добавляют 5% цинка в 95% алюминия? Ну, то есть, к сплаву. Вот это единственная цифра, что я нашел. Больше я ничего путевого не нашел. Глядя на чужие ролики, люди просто кидают карбюратор в тигель и все. То есть, без всяких пропорций. Ну и примерно решил сделать и вашим, и нашим. Вот в этих двух чушках получается 2300, 2 килограмма 300 грамм. И я вот 150 грамм цинка закину в этот расплав. Ну, посмотрю, что будет. Заливать я буду вот в эту форму. Мне нужна будет сегодня прямоугольная форма. Я хочу ее отфрезеровать на токарном станке и попытаться проточить ластохвост внутри. То есть все-таки хочу сделать дюралевое соединение на ластохвосте. Ну вот, переходим к плавке. Ну вот, процесс пошел. Сразу закинул 2. Туда 2 куска, 2 чушки этих. Пусть плавятся. Как раз плавятся, потом добавлю цинк. Сейчас лампа разгорится, просто потом будет сильно гудеть лампа и не слышно будет. К тому же еще сегодня ветер на улице. Продолжаем. Скоро уже начнет плавиться. Уже дно красное. Началось. Закину 3-ю чушку тоже, а то вдруг не хватит. Пока плавится алюминий, минута рекламной паузы. Информативная минута для автолюбителей. Если вы решили купить подержанное авто в Москве, но вы из другого города, советую вам обратиться к профессионалам из Росавтоподбор. Росавтоподбор – это команда экспертов с большим опытом работы и экспертизы в своей теме. Они оказывают услуги по подбору и поиску автомобилей под запрос клиента, оказывают бесплатные консультации и помогают определиться с тем, что нужно клиенту, и точно знают, где это найти. Основные преимущества при работе с Росавтоподбор. Риски при покупке БУ автомобиля сводятся к нулю, потому что авто тщательно проверяется и диагностируется, проверяются документы, проводят обоснованный торг с продавцом и получают лучшие предложения, а это прямая экономия ваших денег. Сберегают ваше время, вам не нужно ездить в Москву из соседних городов, чтобы посмотреть на автомобиль. Они все найдут и выберут за вас. Вы приезжаете на конкретную сделку, не тратя время на безрезультатные встречи. Например, если вы нашли автомобиль в интернете. Фиксированная стоимость услуг. Предоставляются скидки и рекомендации проверенных сервисов для дальнейшего технического обслуживания. И главное, в любой момент вы можете отказаться от оказания услуг, и если автомобиль не был куплен, все услуги бесплатны. Ребята из Росавтоподбор помогли уже приобрести более 1000 авто для своих клиентов. Желаю своим зрителям удачных покупок и не прогадать при выборе автомобиля. Так, алюминий расплавился, теперь можно кидать цинк. Теперь хорошо расплавится, уберу шлак и можно выливать. Готово.
теперь остынет, слегка остынет, потом дальше закалю ее водой. И будем обрабатывать, смотреть, что получилось. Если все нормально, буду делать ластохвост. Вот такая получилась болванка. Только единственный косяк вот со стороны, где фанера стояла. Вот такой вот косячок. Просто у меня жести не хватило, чтобы сделать полностью стенку 5-сантиметровую, как везде. Поэтому вставил жестянку. Но она вроде как, косяки эти все немного выше вот этого основного места. Так что, ну, посмотрю. Сейчас буду выводить плоскости. Первую, наверное, я не знаю. Наверное, вот эту сделаю. Ну, видно будет. Зажму, начну, покажу. Похоже, задачу я себе нашел не на один день, поэтому буду показывать только ключевые моменты. Вот сейчас последний проход буду снимать. По идее, последний. Посмотрим. Так, ну да, это был последний проход, по-моему. Тут хватит, наверное. Вроде чисто. Но обрабатывается с цинком действительно. Вот смотрите, вообще резец не залипает. А раньше у меня на такие пластинки липло, ого-го. Не отодрать было. А сейчас вот я эту сторону чуть-чуть прошел, чтобы закрепиться. И вот по этой стороне хожу. Нормально. Сейчас переворачиваю, буду вторую сторону проходить. Вот что получается после первичной обработки. Здесь отличная поверхность. Ну а с этой стороны есть косячок, вот тут вот. Вот здесь в середине. Но не стал я убирать, потому что она и так у меня уже стала 4 сантиметра. Хватит толщины, то есть меньше не хочу делать. Здесь все равно будет вырезаться фрезой. Поэтому, думаю, уйдет вот этот вот косячок. Не знаю, или кусочек шлака попал, может быть. Так везде чисто. Вот здесь вот. Ну ладно, зажимаю теперь, меняю кулачки, зажимаю другие стороны, протачиваю. Так, еще немножко. Чуть-чуть сниму и другую сторону буду делать. Ну вот, брусок готов. Все, вроде все плоскости прошел. Все нормально. По угольнику вроде 90 градусов. Давно по-другому быть не должно. Что, теперь вместо задержки ставлю фрезерную приставку свою. Устанавливаю. И начинаем фрезеровать. Как бы своими кривыми руками не испортить. Заготовка одна, единственная. Поэтому, ну, начинаем. Установил я в приставку, короче, всю деталь. И сделал первый проход. Только первый проход показывать не стал, потому что побоялся лохануться перед вами. Ну, сейчас покажу вот этот вот, сколько выйду. Потому что весь процесс будет долгий. Я придумал себе этот заморочку надолго, по-моему, не на один день.
Вот, мне надо будет теперь обычной фрезой пройти вот на эту глубину, как я отметил сразу, и расшарошить вот до этих отметин. Видно вам будет же? Видно, да? Да, видно. Вот одна отметина, вот вторая. И потом уже по этим краям я пройдусь фрезой с ластохвостом, чтобы сделать здесь ластохвост. Вот все, поехали. Сейчас немного так покажу, просто как она фрезерует, посмотрите. И все. А дальше уже потом следующий шаг, когда выберу все, покажу, как ластохвостом будет идти. Вот так вот дела и идут. Обычная фреза по дереву, алюминий грызет запросто на ура. Все, прошел я, выбрал, что надо. Теперь буду менять фрезу и начинать то, ради чего я все это вообще заделал. Сейчас поближе покажу вам, что тут получилось. Пока еще не ахти получилось, ну, а вам видно все, что получилось. Ну, короче, пока вот так. Все, меняю фрезу и делаю ластохвост.
вроде и все. Чего боялся, не произошло. Все нормально, фреза целая. Сейчас сниму и покажу уже во всех деталях, что получилось. Вот что в итоге получилось. Вот такой вот угол. Фреза по дереву, у нее угол ластохвоста немного тупее. И так как я не тороплюсь с этим делом, с этой задумкой, опять же спрашиваю вашего совета, токаря-фрезеровщики. Скажите, вот такой ластохвост будет держать, если я ответную сюда сделаю с таким же, ну, понятно, уже с таким углом придется делать. Должен же держать, по идее. Ластохвосты же тоже вроде разные бывают. 60 градусов, 45, по-моему, по-разному. Что скажете? И вообще скажите, будет он работать? Так вроде нормально. Хотя поры присутствуют. Ни цинк, ни береза, ничего не помогает. Не знаю, вам отсвечивает, наверное. Видно, что поры есть. На срезе, где фреза именно ластохвостом где прошел. То есть так вот пор не видно. А здесь вот они. Ну ничего. Я вот смотрел на китайских тисках алюминиевых. Там тоже пузыри есть. Короче, вот такая штука получилась. Почти день я провел с ней. Да, ну все, наверное, на этом. Скорее всего, да. Все, заканчиваю видео. Жду вашего совета. Что мне с ней делать? Продолжать дальше? То есть будет она работать как ластохвост или уже выкинуть ее, переплавить на что-нибудь другое? Покупать ластохвост, ну, с нормальным углом и тогда делать. Ну, я думаю, должен он держать все равно. Но делается это для обработки металла. Не по дереву работать буду, с металлом. Все, короче, ладно, по-моему, сегодня видео очень затянулось. Поэтому всем пока, всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки и побольше комментариев. Как вы уже, наверное, знаете, я стараюсь на все отвечать. Бывает с запозданием, но отвечаю. Все, всем пока.